Привет, я Лиза, ты на канале Молодежного блока, и сегодня мы продолжим разбираться в перипетиях современной белорусской политики. В прошлых роликах мы разобрались с тем, какой была Беларусь до первых президентских выборов, и как именно Лукашенко стал президентом. Если еще не смотрели эти ролики, обязательно посмотрите. Но как именно Лукашенко удалось удержаться на посту президента? Ответ на этот вопрос кроется в знакомом каждому белорусу слове – референдум. Первые несколько лет Лукашенко проводит 3 референдума, которые помогают ему превратить Беларусь в авторитарный островок стабильности. Перед тем, как мы начнем, поставьте лайк, чтобы наше видео увидело как можно больше людей. Давайте теперь начнем разбираться с первым этапом захвата власти – идеологическим. Первый год своего правления Лукашенко проводит, утопая в 2 проблемах. Первая – экономический кризис. За первые полгода 95-го ВВП Беларуси упал на 12%, а с момента его избрания и до июля 95-го курс доллара увеличился почти в 5 раз. Вторая проблема – репутационная. 20 декабря 94 года депутат от БНФ Сергей Антончик представил доклад о коррупции в окружении Лукашенко. То есть просто сделал то, что до избрания президентом делал сам Лукашенко. Газеты, которые решили опубликовать тот доклад, столкнулись с давлением со стороны администрации президента. В итоге газеты выходят с белыми пятнами в знак протеста. К июлю 1995 года Лукашенко уже окончательно сбросил с себя маску сторонника рыночных реформ и демократии. Он берет курс на построение государства, которое будет подчиняться его сильной руке, а также собирается добиться воссоединения СССР в том или ином виде. Лукашенко поленился построить рыночную экономику и выбрал более простой путь – зарабатывать деньги, перепродавая нефтепродукты и отдавая все больше суверенитета страны России. Любая критика Лукашенко в тот момент воспринимается как покушение на самого святого человека в стране. Первым, с кем Лукашенко обсудил смену государственной символики и присвоение статуса государственного русскому языку, был председатель Государственной Думы Российской Федерации Иван Рыбкин. В тенденции, возможно, референдум будет вопрос поставлен и о братских отношениях с Россией. Пора кончать эти. И вы видите, у нас народ очень дружный по отношению к России. Весной 1995 года в государственной газете «Звезда» появится обращение 74 депутатов Верховного Совета в поддержку идеи Лукашенко. Там они припомнили Вторую мировую и национал-фашистов. Лукашенко предлагает провести референдум по 4 вопросам. Придание русскому языку статуса государственного, смена государственной символики, экономическая интеграция с Россией, предоставление президенту права распускать парламент. Но была одна проблемка. Она заключалась в том, что нельзя вносить изменения в Конституцию в последние полгода срока Верховного Совета. На это обратил внимание Дмитрий Булахов, один из тех, кто Лукашенко к власти привел. Конституционный суд проигнорировал запросы депутатов и не дал никакой оценки насчет готовящегося референдума. 19 депутатов от БНФ решают провести голодовку в зале заседания Верховного Совета, протестуя против явного нарушения закона. 11 апреля 1995 года Верховный Совет, понимая, что данная инициатива неконституционна и, скорее всего, под моральным влиянием своих голодающих коллег, отклонили инициативу президента, оставив для референдума только вопрос об экономической интеграции с Россией. Уважаемые народные депутаты, если не будет соблюдена Конституция в эти последние дни, я это говорю совершенно осознанно, я приостановлю работу Верховного Совета. Так как все СМИ уже к тому моменту находились под колпаком Лукашенко, то разворачивается массовая пропагандистская кампания, порочащая госсимволику и партию БНФ. Выпускается пропагандистский фильм «Дети лжи», снятый Юрием Озаренком, который во всех смыслах создал Григорий Озаренко. Депутаты, объявившие голодовку, решают остаться в здании парламента. У них был переносной телевизор, по которому им удалось посмотреть вечерний выпуск новостей с репортажем заседания парламента. Закадровый голос тогда сказал: президент стремился решить проблему мирными способами, но исчерпал все возможности, вспоминает Сергей Наумчик. Через час после репортажа в зале заседаний появляется Михаил Тисовец, начальник управления охраны, и Вячеслав Королев, начальник службы охраны президента. Вместе с ними заходят и люди в военной и милицейской форме. Тисовец утверждал, что поступил звонок, и в здании якобы находится бомба. Попросили покинуть зал заседаний, причем ссылаясь на приказ спикера Верховного Совета Мячеслава Гриба.
Депутаты связались со спикером, и выяснилось, что это все было ложью. В это время компания силовиков отбирает кассету единственной присутствующей в зале журналистки и пытаются вытащить хотя бы одного депутата, но у них ничего не получается, и они уходят. После этого саперы с собаками осматривают зал заседаний, ничего не находят и даже предоставляют депутатам протокол осмотра. Но уже в 2:30 ночи в зал возвращается Тисовец и Королев, только с подкреплением в виде Юрия Бородича. Он бывший командир спецназа КГБ «Альфа» и позднее станет начальником службы охраны Лукашенко. За ними через все двери залетели спецназ в шлемах, противогазах и с дубинками. Всех депутатов избили, затем загрузили в милицейский автомобиль. Депутаты сняли побои и пошли в прокуратуру. Ответом от Тисовца и министра обороны Костенко было заявление о том, что они просто обеспечивали безопасность депутатов и выводили их из здания. Лукашенко в подтверждение их слов обещал показать видеозапись, но никогда этого не сделал. Лукашенко тоже выступил в характерной для него манере. Знал или не знал президент о том, что происходит здесь, в моей резиденции, в резиденции правительства? Уважаемые депутаты, конечно же знал. Когда мне Тисовец со слезами на глазах позвонил около 12 ночи и сказал: «Александр Григорьевич, не получается по-хорошему. Повынимали ножи, достали лезвие. Первое, говорят, вскрываем вены, отрезаем себе головы и вас повырезаем. Кровью зальем здесь все». Извините, такие угрозы в резиденции президента – это уже слишком. В октябре 1995 года прокуратура подтвердила, что в ту ночь в Доме правительства действительно находилось очень много военных и представителей других силовых структур. Также они подтвердили, что администрация президента не передавала следствию видеокассету, содержащую запись происходящего в зале заседаний Верховного Совета. В итоге прокуратура дело закрыла. Зачем Лукашенко это все устроил? Чтобы лишить парламента и власти, которой он обладал по Конституции. Парламент теперь ослаб, ведь с ним борются не аргументами, а с помощью физической силы. Некоторые парламентские коммунисты видели в избиении своих идеологических противников некую месть за их собственную слабость. Буквально так и говорили, что мало им досталось. «Мало вам дали!» Так, по слухам, кричал Николай Дементей, бывший коммунистический председатель Верховного Совета БССР, когда депутат Олесь Шут показывал следы от дубинок. 13 апреля Верховный Совет проголосовал за проведение незаконного референдума. Назначили его на 14 мая, одновременно с парламентскими выборами. Этим голосованием закон был нарушен дважды. Первый раз, потому что повторное голосование по вопросу проведения референдума было запрещено. Второй раз, 14 мая уже были назначены парламентские выборы, а проведение одновременно и выборов, и референдума было запрещено. Не стоит, наверное, говорить, что доступ к государственным СМИ был только у Лукашенко. У оппозиционных кандидатов не было никакого шанса рассказать людям об их точке зрения на вопросы, выставленные на референдум. И об честном подсчете голосов не могло идти и речи. Так что результат таков. Большинство поддержало все вопросы, вынесенные на референдум. Не дождавшись даже окончательного объявления результатов, завхоз республики Титенков с сопровождающими разорвал флаг и поставил свою подпись на обрывках. Хоть референдум в 1995 году состоялся, а вот парламентские выборы были провалены. В первом туре избрались только 18 депутатов. Люди почему-то взяли референдумовский бюллетень, а вот проголосовать за парламентариев забыли. Интересно, почему? В результате больше чем полгода в Беларуси не функционирует парламент. Ведь 12-й созыв свои полномочия уже сложил, а вот 13-й к своим еще и не подобрался. Парламент избирается только в ноябре 1995-го. Именно в это время отсутствия парламента Лукашенко берет под личный контроль все органы власти. Ведь, по сути, остается единственным законодателем в стране. В январе 1996 года спикером парламента становится Семен Шарецкий, депутат от Аграрной партии. Политическая ситуация в стране на тот момент, прямо скажем, не очень. Конституционный суд признал состояние конституционной законности в стране неудовлетворительным. Хоть в парламенте большинство все еще принадлежало скорее сторонникам Лукашенко, и многие депутаты были готовы идти с президентом на компромиссы, конфликт между парламентом и президентом становился все жестче. Напряжение было и в обществе. Инфляция росла, предприятия зачастую были просто неплатежеспособными. Но вместе с недовольством людей усиливались и репрессии. Например, участники праздничного митинга на День независимости Беларуси 27 июля были избиты. В августе были задержаны организаторы и участники забастовки Минского метро. Но репрессиями экономике не помочь. Придя к власти на главные экономические посты в стране, Лукашенко назначил сторонников мягких рыночных реформ: Михаила Чигиря на пост премьер-министра и Станислава Богданкевича на пост главы Национального банка.
Но все их программы по реформированию экономики будут отвергнуты, и экономикой страны будут управлять более традиционными методами, опираясь на опыт работы в совхозе. Некоторые пассажи выступления Александра Лукашенко в Российской Госдуме вызвали сегодня у значительной части депутатов белорусского парламента, если не удивление, то возмущение. И прежде всего это касается утверждения о том, что из-за болезни Бориса Ельцина Александр Лукашенко остался один на один с противниками интеграции. Дальше продолжилась история интеграции России и Беларуси. 2 апреля 1996 года Ельцин и Лукашенко подписали договор о создании сообщества Беларуси и России. Лукашенко видел в этом договоре возможность экономической выгоды, а следовательно и возможность укрепления своей власти. В марте 1996 года в Беларуси происходит массовый митинг, приуроченный к 78-й годовщине БНР. Во главе колонны под бело-красно-белым флагом шел Василий Быков. Участники подошли к зданию телецентра, требуя эфира для Поздняка. Но в здании и окрестностях находились спецназ и милиция. Поздняк призвал всех разойтись, чтобы избежать кровопролития. Но милиция начала задерживать уходящих людей. Тот митинг все-таки закончился массовыми избиениями протестующих. Части людей удалось укрыться в сквере Дзержинского, и в милицию полетели куски льда и пустые бутылки. Еще одна многочисленная акция была проведена 26 апреля. Это был Чернобыльский шлях. Для разгона этой акции задействовали не только милицию и ОМОН, но и внутренние войска и армейский спецназ. После митинга Зенон Поздняк покинул Беларусь, чтобы избежать возможного задержания. Парламент не очень-то поддержал протестующих и скорее отстранился. Но в Верховном Совете все равно начались брожения. Раскололась партия коммунистов и была создана новая, пролукашенковская. Летом того же года обстреливают машины известных оппозиционных политиков Виктора Гончара, который ранее был в команде Лукашенко, и вице-спикера Верховного Совета Геннадия Карпенко. К счастью, никто не погиб, но была ранена помощница Гончара. В обоих делах не было обнаружено состава преступления, и дела были прекращены. Позже летом на митинге в честь Дня независимости впервые звучит вполне конкретный лозунг – импичмент. А он действительно был реален. Именно боясь импичмента, Лукашенко готовится к еще одному раунду захвата власти – проведению нового референдума. Основной вопрос нового референдума касался изменений и дополнений в Конституцию 1994 года. Причем поправки предлагались к большинству статей Конституции. Фактически, это была новая Конституция. Только с помощью конституционной реформы мы сможем избавиться от бесконечных и бессмысленных политических разногласий и сосредоточиться на решении проблем, которые больше всего беспокоят народ. Сильное государство сегодня является спасением для нашей страны и экономики. При слабом президенте нас оставят без штанов наши местные либералы и демократы, которые всячески говорят о благе всех, но на самом деле просто предадут нас внутри нашей страны, заявил Александр Лукашенко 9 октября 1996 года. Всего на референдум предлагалось вынести 4 вопроса: о переносе Дня независимости на 3 июля, принятие Конституции с дополнениями и изменениями от Лукашенко и вопросы: выступаете ли вы за свободную, без ограничений куплю и продажу земли? Поддерживаете ли вы отмену смертной казни? При этом первые 3 вопроса, по мнению Лукашенко, нужно было сделать обязательными. В ответ на предложение президента парламентариями был разработан свой вариант Конституции, в котором должность президента упразднялась. И также были и другие вопросы. Первый вопрос. Принять Конституцию с изменениями и дополнениями от депутатов коммунистической и аграрной фракции. Выступаете ли вы за то, чтобы руководители местных исполнительных органов власти избирались непосредственно жителями соответствующей территориальной единицы? Согласны ли вы с тем, что финансирование всех ветвей власти должно осуществляться исключительно из государственного бюджета? Конституционный суд пришел к выводу, что вопросы, касающиеся Конституции, не могут быть вынесены на обязательный референдум. В связи с этим Верховный Совет вносит изменения в свое постановление, признавая, что обязательными являются только вопросы о Дне независимости и выборности руководителей местных избирательных органов. Но Лукашенко пофиг на все эти ваши законы, и он издает свои указы, в которых говорит, что все вопросы обязательные и что решение Конституционного суда он отменяет, ведь оно ограничивает конституционное право граждан на участие в референдуме. В тех же указах угрожает государственным органам, которые препятствуют проведению референдума. По указу деятельность таких органов должна быть прекращена, а лица, ответственные за это, должны быть наказаны. В это же время с удвоенной силой начинает работать госпропаганда, которая утверждает, что в экономических бедах страны виноват Верховный Совет.
который мешает президенту работать. 11 сентября 1996 года спикер Верховного Совета Шарецкий обратился к народу. Наша страна находится на пороге фашистской диктатуры. Конечно, это не 30-е годы и Беларусь не Германия того времени. Однако не следует думать, что фашизм возникает только на почве расизма и крайнего национализма, как было в Германии этих лет. Современный фашизм, неофашизм, немного изменен по сравнению с тем, каким он был в 20-30-е годы. Его идеологическая основа осталась прежней. Это лжесоциалистическая демагогия с целью создания массовой базы путем манипулирования недовольными, культ лидера, тоталитарная власть государства, всеобщий контроль над личностью, простое разделение общества на две крайности. Мы, они, свои, чужие. Монополия властных структур на средства массовой информации, использование насильственных методов для подавления оппозиции. Предлагаемый президентом проект новой конституции создает правовую основу именно для такого общества. 12 сентября Лукашенко срочно едет в Москву искать поддержки, а уже 4 ноября Конституционный суд признает, что проведение референдума по новым проектам основного закона не соответствует Конституции. Но и после этого Лукашенко объявляет импичмент, и он, боясь, что его посадят в тюрьму, бежит в Россию, где сейчас возглавляет город Воронеж. Но это в какой-то параллельной вселенной. В нашей вселенной Верховный Совет назначает Виктора Гончара, кандидата юридических наук и бывшего соратника Лукашенко, главой ЦИК. По воспоминаниям жены Гончара, Зинаиды, Виктор проехался по стране и ужаснулся. Люди были готовы подтасовать любой результат и сделают вообще все, что им скажут сверху. Видя многие нарушения уже во время подготовки к референдуму, Гончар заявляет, что ЦИК не признает результаты референдума в любом случае. А если сейчас то творимое беззаконие, которое наблюдается в стране, еще и официально закрепить итогами референдума, ей-богу, все это вне комментариев. Досрочное голосование по референдуму началось 9 ноября, за 2 недели до основного дня. При этом ни проекта Конституции Лукашенко, ни проекта Конституции парламентариев еще не было опубликовано. Лукашенковская версия будет опубликована только 12 ноября, а парламентская вообще только 21 ноября. 19 ноября 1996 года 73 депутата Верховного Совета обратились в Конституционный суд с предложением отстранить Александра Лукашенко от должности из-за многочисленных нарушений Конституции. Имена этих депутатов быстро становятся известны, и на них начинают давить. В книге «Лукашенко. Политическая биография» Федута описывает, что кому-то ночью под дом приезжали машины и просто начинали светить в окна фарами, кому-то угрожали детей с работы уволить, а дочку Николая Бекиша директриса школы отчитала перед всем классом за то, что у нее отец против Лукашенко и вообще враг народа. Но шантаж не смог остановить процедуру импичмента. Зато Москва смогла. Россия активно вмешалась в ситуацию, и 21 ноября в Минск прибывает премьер-министр России Геннадий Селезнев и глава Верхней палаты парламента Егор Строев для помощи в переговорах между президентом и парламентом. Ночью прошли многочасовые переговоры, результатом которых было соглашение. Лукашенко отменяет свои указы, и референдум получает консультативный характер, а не обязательный, а Верховный Совет и Конституционный суд прекращают процесс импичмента. Это все вписано в соглашении об общественной политической ситуации и конституционной реформе, в котором Россия выступила гарантом. Конституционный суд Республики Беларусь 22 ноября 1996 года прекращает производство по делу об импичменте президента. Но соглашение должно было быть ратифицировано Верховным Советом, чего не происходит. Процесс сорвали представители президентской фракции «Согласие», которые зачем-то проголосовали против соглашения. В ответ Лукашенко обвиняет парламент в нарушении договоренностей. Гарант в лице Москвы просто промолчал. Депутаты Верховного Совета пытались возобновить процедуру импичмента, но время голосования по вопросам на референдуме уже подходило к концу. Как итог, глава Конституционного суда и большинство депутатов Верховного Совета деморализованы. 24 ноября 1996 года проходит референдум. Все президентские вопросы оказываются поддержаны, а все парламентские отвергнуты. Результаты вышла объявить новая глава ЦИК Лидия Ермошина. Как это случилось? А где Гончар? Гончара Лукашенко уволит еще 14 ноября, хотя по закону не имел на это права, потому что назначением и увольнением главы ЦИК тогда орудовал парламент.
Парламент тогда отменил указ Лукашенко об увольнении Гончара, но Лукашенко в очередной раз пофиг. ОМОН вытаскивает Гончара из собственного кабинета, при этом поколотив спикера парламента Шарецкого и главного прокурора Василия Капитана, а также ряд других рядовых депутатов. Уже 27 ноября Лукашенко собирает своих депутатов, которые проголосуют за распуск Верховного Совета. А потом выпускает 2 указа, выпускать которые он, естественно, не имеет никакого права, и на что, естественно, ему абсолютно пофиг. Указы касались состава Палаты представителей Национального собрания и о созыве внеочередной сессии Палаты представителей. Перед зданием парламента собралась толпа, готовая защищать конституционный строй. Ни представители парламента, ни Конституционный суд не обратились к собравшимся за помощью и не предложили план действий. Теперь Беларусь становится такой, какой мы ее знаем сейчас. Кроме полного изменения конституционного строя в стране, Лукашенко получает себе продление срока, и вторые президентские выборы проводятся только в 2001 году. Получается, что первый срок Лукашенко длился 7 лет. У Лукашенко появилось огромное количество новых инструментов. Он теперь назначает очередные и внеочередные выборы в парламент и местные органы власти. И он назначает половину состава и главу ЦИК, главу и судей Конституционного суда, а также весь состав Верховного и Высшего хозяйственного суда. Он мог увольнять и назначать министров, да мог увольнять хоть все правительство целиком. Кроме того, оппозиция была разгромлена еще в конце 90-х и начале 2000-х. До сих пор без вести пропавшими считаются бывший глава ЦИК Виктор Гончар, бизнесмен Анатолий Красовский, бывший глава МВД Юрий Захаренко. Кроме того, при загадочных обстоятельствах погибает и Геннадий Карпенко, который собирался баллотироваться на президентских выборах 2001 года. В общем, уже абсолютно понятно, кто здесь власть. Но все-таки на пути вечного правления Лукашенко оказалась одна маленькая деталь. По Конституции ему все еще нельзя сидеть в президентском кресле больше 2 сроков. Больше всего он за это переживает уже на своем 2-м сроке. Конкуренцию на выборах 2001 года ему составили Сергей Гайдукевич и Владимир Гончарик, представитель Федерации профсоюзов. Понятно, что Гайдукевич был просто спойлером и нужен был, так сказать, для плюрализма. Но вот Гончарик был представителем оппозиционного фронта. И это был единственный раз, когда на выборах президента выдвигался единый оппозиционный кандидат. Лукашенко с этими выборами быстро справился уже классическим для него методом фальсификации и репрессий. Те, кто участвовали в избирательной кампании или были наблюдателями на выборах, были уволены или отчислены, а явка уже на досрочном голосовании была около 30%. В общем, на 2-й срок Лукашенко избрался, но нужно было что-то делать, чтобы избраться на 3-й. В классической манере Лукашенко заявил: 3-й срок Лукашенко будет только по Конституции, и только тогда, когда народ так решит. Я не буду продлевать никаких сроков. Если мне разрешит народ участвовать в 2006 году в президентских выборах, то я буду участвовать точно так, как в предыдущих выборах, наравне с другими кандидатами. Уже из этого высказывания понятно, что грядет новый референдум, но дата все еще не назначена. Естественно, юристы сказали, что такой вопрос на референдум выноситься не может, ведь в избирательном кодексе было отдельное положение, что вопросы, связанные с избранием и освобождением президента от должности, запрещены для голосования на референдуме. Кроме того, к моменту 2004 года у Лукашенко начинаются проблемы с Москвой. Как мы помним, Россия сыграла не последнюю роль в проведении предыдущего референдума в 1996 году. Но теперь, когда у власти Путин, Лукашенко становится все сложнее договариваться. Всевозможные соглашения, ранее подписанные между Белоруссией и Россией, которые должны были быть взаимовыгодными, такими, по сути, больше не являются. Россия требует все больше, а Беларусь получает все меньше. Зимой 2004 года случается первая газовая война. Цены на газ повышаются, а Беларусь не хочет на них соглашаться. Причем это несогласие объясняется Будапештским меморандумом, по которому Беларусь отказывается от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности и невмешательства. Путин был настроен серьезно на решение проблемы Лукашенко и заявляет, что Лукашенко действует не в интересах белорусского народа. Ведь интерес белорусского народа в том, чтобы всегда оставаться с Россией. Кто, как не Путин, знает, в чем интерес белорусского народа.
В общем, поэтому Лукашенко и не мог просто взять и объявить референдум. Ему нужно было дождаться, когда Путину будет не до него. И он этого момента дождался. В 1999 году возобновились боевые действия в Чечне, а 1 сентября 2004 года террористы захватывают школу в городе Беслан. В результате контртеррористической операции погибает 314 заложников, в том числе 186 детей. Весь мир был в шоке и скорбил. И Путин, и Лукашенко решают воспользоваться этой ситуацией. Путин отменяет выборы глав субъектов Российской Федерации, которые должны были пройти 13 сентября, чтобы укрепить государственные структуры и повысить доверие к ним. Лукашенко решил не дожидаться даже реакции Путина и пошел в наступление еще 7 сентября. В Минске автобусами доставляли людей, в основном молодежь, на Октябрьскую площадь. Многие думали, что их собирают на траурный митинг. На самом деле на большом экране собирались показать обращение Лукашенко к народу. Лукашенко на полном серьезе заявил, что либо он, либо на нас всех свалится небо. Без повседневного и энергичного воздействия президента и руководства нашего государства все усилия пропадут впустую. Он также предупреждал о возможности продажи земли и фабрик без его присутствия. Кроме того, Лукашенко заявил, что он один лично борется с терроризмом, отмечая угрозу, которую он, терроризм, представляет для безопасности страны и жизни детей и внуков. Референдум по классике назначается на тот же день, на который уже назначены парламентские выборы. На агитацию выделяется чуть больше, чем 1,5 месяца. Вопрос на референдум выносится только один. Разрешаете ли вы первому президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко участвовать в качестве кандидата в выборах президента Республики Беларусь? И принимаете ли вы часть 1 статьи 81 Конституции Республики Беларусь в следующей редакции? Президент избирается на 5 лет непосредственно народом Республики Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Юристы в очередной раз говорят, что референдум с таким вопросом не может быть легитимным. К тому же, почему вообще на референдум выносится вопрос, касающийся лично Лукашенко, и именно его права вечно быть президентом? Лидия Ермошина и ЦИК в ее лице оглашают результаты референдума. 88% граждан проголосовали за предложение Лукашенко. Фальсификации были уже совсем наглыми и открытыми. Из ниоткуда председатели избирательных комиссий доставали по 200-300 бюллетеней, отмеченными «за». Хоть и проверить результаты референдума не было возможности, но по данным опроса независимой социологической службы НИСЭПИ, проведенному в ноябре 2004 года, 49% опрошенных высказались за изменение Конституции, что в целом тоже немало, но далеко не 88%. На следующий день после проведения референдума на Октябрьскую площадь в Минске вышло 5000 человек. Несмотря на задержания и штрафы, акция протеста продолжается и 19 октября. Ее разгоняют еще жестче. Выборов больше не будет. Политической морали не будет. Надежды на Россию не будет. Все это стало понятно еще в 1996 году, хотя не всем, к сожалению. Теперь власть будет держаться с помощью ОМОНа Макутов, говорится в статье «Наша Нива» от 22 октября 2004 года. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А еще можете скинуть этот ролик друзьям, чтобы они тоже знали, почему мы живем в той стране, в которой живем. В следующем видео будем разбираться в президентской кампании 2006 года. Так что будет очень интересно. Увидимся через неделю на канале Молодежного блока. Пока!